того момента, как Центральный банк отпустил рубль в свободное плавание больше года назад, мы видим постоянные колебания, причем достаточно значительные колебания, волатильность выше, чем волатильность основных мировых валют. Однако это связано с нашей зависимостью от сырьевого экспорта. В частности, 68% нашего экспорта, примерно столько же, сколько у Казахстана или Норвегии, приходится на нефть и энергоресурсы. Большая зависимость, цена упала сильно. Вот я посчитал с 2014 года, вот с начала падения, когда цены были 110 и до нынешнего уровня примерно $30, цена упала в 3,6 раза. Но если взять, какой был курс рубля к доллару тогда, или курс доллара к рублю, то доллар вырос, или рубль упал меньше. Доллар вырос где-то процентов на 120. То есть мы видим корреляцию с ценой на нефть, но она не линейная, не стопроцентная корреляция. Если говорить о ближайших перспективах и о среднесрочных перспективах, то, как многие говорили, делать прогнозы – это дело неблагодарное. Однако, я, как человек, который многие годы работал на рынках и знаю рыночную среду, могу сказать, что у рынка есть две таких психологических составляющих. Это рыночные ожидания, market expectations, и рыночные чувствования, такие market sentiments. Вот если говорить об ожиданиях и чувствованиях, то они сейчас негативные. И ожидания, мы видим это по всем аналитическим отчетам, что нефть может продолжить падать, она продолжит падать. Но это, конечно, базируется на неком анализе фундаментальном, что там переполнены хранилища, скоро Иран выйдет на рынок нефти, что Саудовская Аравия там по-прежнему гонит много нефти и так далее, и так далее, и так далее. Хотя любой из этих факторов может измениться. Но тем не менее, вот ожидание негативное, ожидание, что цена будет снижаться, что она может снизиться ниже 30. К этому готовится правительство. И, соответственно, это порождает негативные market sentiments, то есть негативные рыночные ощущения, когда люди с готовностью открывают короткие позиции, продолжают продавать на каждой очередной плохой новости и, скажем, не очень сильно реагируют на положительные новости. В этой связи я думаю, что курс 80 рублей к доллару мы скоро увидим. А увидим ли мы 100? Ну, я сомневаюсь. Вот все-таки у нас, как первая производная от цены на нефть рубль, он все-таки имеет некоторую замедленную скорость реакции. Тем не менее, такая низкая цена на нефть, конечно, обусловила, несмотря на то, что у нас положительная сальдо торгового баланса, она обусловила проблемы в экономике, мы их увидим. Это и растущая безработица, и очень большая скрытая безработица, и понижение доходов населения, определенное ухудшение жизненного уровня населения. Конечно, требуется радикальная перестройка экономики, структуры экономики, уход от сырьевого экспорта. Если говорить о более долгосрочной перспективе, это, наверное, полгода. В наших условиях полгода – это уже долгосрочная перспектива. Мы не будем говорить о 2020 году. Но в течение полугода нефть может оттолкнуться от дна. Появится некая положительная новость. Мы знаем, что Саудовская Аравия вроде начала уже аккуратно, по чуть-чуть повышать цену своим покупателям нефти. И какой-то фактор приведет в течение полугода к тому, что нефть оттолкнется, и это даст толчок рублю к укреплению. Мы увидим волатильность. С какого уровня это будет? С уровня 80 или 85, но мы можем увидеть достаточно резкое укрепление рубля, там, рублей на 10, например. Это нельзя исключать.